Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня тема гипнотическая сила слияния. Я, как практикующий психоаналитик, постоянно на сессиях сталкиваюсь с тем, что человек находится в некой невозможности. То есть он что-то понимает, что-то узнает про себя, но как будто его внутри что-то не пускает. Вот вы знаете уже мою любовь к банке. Это когда личность находится в каком-то непонятном пространстве, ей там тесно, она не может нормально реализовать себя, зарабатывать, выстраивать какие-то отношения, но почему — непонятно. И сегодня мы с вами поговорим как раз про гипнотическую силу слияния. Мы являемся потенциальными носителями этой идеи. То есть в детстве быть в слиянии со своими родителями — это естественно. И мы все должны были войти в слияние, а потом выйти из слияния. Но так как не у всех даже получилось войти в слияние, а они не прошли этот этап эволюции, то потом они начинают добирать, искать объект для своего слияния, и потом или же вырастают до того, чтобы сепарироваться, или же ищут следующий и следующий объект. Чем опасна эта идея, как не выведенная в сознание? Я очень хотела бы акцентировать ваше внимание на том, что это не что-то патологическое, что мы лечим, с чем мы сражаемся или искореняем. Это наша история, это наша жизнь. И в прошлом мы это делали, у нас это есть. И главное понимать, выводить в сознание для того, чтобы, попадая в слияние, не оставаться там надолго и тотально. Итак, когда мы говорим с вами про слияние, мы говорим про безусловное принятие. То есть фактически вот это наша мечта, идея, что нас кто-то безусловно примет, будет понимать с полуслова, человеку ничего от нас не будет надо, и он будет наслаждаться только тем, что мы есть рядом. И все. Согласитесь, эта идея очень приятная. Где-то ходит вот этот вот тот самый, который даст нам это ощущение. И именно поиск того самого учителя, того самого партнера, того самого друга, той самой работы является эхом вот этой вот потребности попасть в это безусловное принятие. Почему для личности это так важно? Потому что личность сталкивается с тем, что она не может удовлетворить свои потребности. То есть она что-то хочет, у нее не получается. И у личности в этом месте может возникнуть два направления мысли. Первое — это со мной что-то не так. Вторая — это с миром что-то не так. И личность, которая заполнена вот этой жаждой, этой мечтой об этом безусловном принятии, о том самом человеке, о том самом мире, она не может выдержать понимание, что с ней что-то не так. Я это вижу и по комментариям, ну, публика уже такая своя на моем канале. Те, которые не ищут виноватых людей, а которые пытаются разобраться с собой, но иногда залетают люди, которые уверены, что я не рассказываю об устройстве психики, а отчитываю, указываю на недостатки, говорю, что это плохо, это плохо, это плохо. То есть малейшая мысль, что со мной что-то не так, что мне надо поменяться, повергает личность в состояние депрессии. То есть она не может смотреть на себя детально, а с ней как будто все не так. И тогда, если со мной не так, то мне надо изолировать вот в этой банке и банку куда-то поставить. К людям пускать нельзя.
И личность вместо понимания начинает себя гнобить, поэтому человек, являющийся идеей, носителем идеи о слиянии, о безусловном принятии, ему так сложно понимать, что с ним что-то не так. Потому что если со мной что-то не так, меня не выберет тот самый, я не найду того самого. Потому что только хорошим людям достаются те самые хорошие люди. И поэтому человек рад бы пойти в какие-то перемены, но как только он обнаруживает в себе что-то неидеальное, он тут же обрушивается с аутоагрессией и так далее. И вот эта вот манера обрушиваться на себя в аутоагрессии, ненавидеть себя, не дает возможность человеку меняться, потому что он что-то в себе нашел, начинает ненавидеть, убегает от этой боли и, самое выгодное, не видеть ничего. И вот когда у нас появляется с вами тот самый объект для слияния, мы тогда с вами можем сделать эту проекцию. Поэтому психология для многих стала вот этот этап, когда я вошла в слияние, сделала проекцию, стал конечным этапом развития. То есть вот все вот эти вот абьюзеры, нарциссы, психопаты, неправильные люди, эгоисты, несепарированные. То есть вот это вот все, что у меня в жизни не получается, я начинаю отдавать тем плохим людям. И, конечно, больше всего пострадали родители. Потому что со мной что-то не так, но это потому, что у меня были такие родители. То есть сейчас это никак не влияет на мою жизнь, не дает мне никакого понимания, ничего у меня не меняется, но я отдал свою плохость кому-то еще. Кому-то, например, в нашем случае родителям. То есть это они что-то со мной делали не так. И вот это вот облегчение, то есть человек, носитель вот этого безусловного принятия, это наша мечта об утробе, которая нам давала все, что нам надо, ничего от нас не требовала. И я, когда понимаю, что со мной что-то не так, я как будто начинаю располагаться в токсичной жидкости. То есть она отравленная жидкость. Я сам себя отравляю, когда я не анализирую себя, предъявляю претензии. И у меня ощущение, что я нахожусь в токсичном, зараженном месте. А когда у меня появляется кто-то другой, кому я могу делегировать свою плохость, я как будто бы, ну не на самом деле, эту токсичность отдаю другим людям. Это родители виноваты, это моя страна виновата, это воспитательница в садике виновата, это школьная учительница, а потом муж, друг, учитель и так далее, и так далее. То есть фактически человек остается в той же банке, он является носителем той же идеи, но он ответственность за токсичность, за то, что с ним что-то не так, за то, что у него какие-то не такие эмоциональные состояния, отдал другим. И это как бы облегчает жизнь, но человек не меняется. И многие люди из-за этого разочарованы в психологии, в психоанализе, потому что они пораздавали вот эту плохость, а жизнь их по-прежнему не меняется. То есть не происходит обнаружение себя как человека в миру. То есть фактически человек, который расстается с идеей, с мечтой о безусловном принятии, он становится свободным. И кажется, это логично быть свободным, понимать этот мир, не делать проекции, брать ответственность на себя за происходящее, понимать свою долю ответственности, понимать долю ответственности других людей. Но обычно люди в этот момент пугаются и говорят, так это я во всем виноват, что у меня в жизни не так. И опять заползают в банку, предпочитает делать проекцию своей плохости в кого-то другого. А нахождение вот в этой запертости изнутри, вот в этом мономире, в мире имени себя, это все синонимы сейчас. Я говорю, создает ощущение затхлости и скуки. И тогда человеку приходится эту банку все время куда-то переставлять, чтобы было что-то новенькое видно из окна или через стекло этой банки. То есть человек постоянно ищет, как себя развлечь именно перемещением. И он мыслит свои перемены только как перемещение.
уйти к другому партнеру. Я не говорю, что не надо уходить, иногда надо расставаться. Я про другое. Вообще мышление – это бросить, разорвать отношения, поменять работу, поменять мужа, поменять деятельность. И человеку кажется, что вот эта перемена что-то принесет, но он в той же банке, в этой же перемене оказался. И вот это выведение в сознание, вот это понимание, чего я ищу, чем я недоволен, что я, почему я испытываю боль и так далее, дает человеку надежду на свободу. То есть мы, видите, как с радостью этот человечек из баночки достал ручки и ножки и почувствовал, что пошел воздух. То есть банка открылась. Итак, мы с вами не рассматриваем желание войти в слияние, получить безусловное принятие как патологию. Мы рассматриваем это как неизбежное, неменяемое, постоянное намерение у нас изнутри. Но из-за этого намерения вот эти вот все проблемы, невозможности изменить свою жизнь. То есть человек как индивидуальность не реализуется. И поэтому очень многие люди приходят в психологию только потому, что они не могут найти кого-то, кто был бы с ним в слиянии. А многие люди, которые пришли в психологию для того, чтобы не быть одному, наконец-то находят партнера, и на этом развитие останавливается. То есть, когда в эту банку затаскивается кто-то второй, человек живет с кем-то, то это для него максимально, что ему надо. То есть, когда у нас появляется с вами второй внутри, то мы получаем вот это вот ощущение нормальности, потому что когда есть хотя бы один человек, который нас принимает, у нас исчезают претензии к себе, с нами все нормально, мы убеждаемся в этом, а с миром что-то не так. И поэтому люди, находящиеся в слиянии, они очень любят кого-нибудь там обесценить, мягко выражаясь. И они отдают всю плохость вокруг. И самое идеальное слияние получается у глубоко пьющих людей. Знаете, я в запое, ты в запое, мы вместе в запое. Мы создали одну банку для нас двоих, все плохое где-то там. Мы мало того, что изолировались телесно от всего мира, уйдя в запой, закрывшись в комнате, так еще и создали изолированность в сознании, где нас не беспокоит этот мир. Что бы там ни происходило, у нас тут все хорошо. Мы тут друг с другом и вместе. И вот такое, знаете, когда ты понимаешь, что идеальное твое слияние – это когда ты глубоко пьющий человек, и твой партнер тоже глубоко пьющий человек, то вот это вот поиск безусловного принятия становится не такой прекрасный. Знаете, вот люди пьющие, они вместе там употребляют спиртное, вместе пьянеют и становятся все дурнее и дурнее, вместе могут порыгать, вместе могут упасть. Никто никого не осуждает, потому что ты и я одинаково пьяный. Поэтому люди, которые пьют, они говорят, и ты тоже пей, потому что чтобы мы были вместе. И вот эта надежда, безусловно, как понять, что ты являешься ее носителем? Видите, если мы с вами в сознании купируем, то есть она будет, но мы можем не идти в подчинение к ней. Как понять, что она есть? Очень хорошим показателем является отношение к родителям. То есть человек, который ищет этого слияния безусловного принятия, у него все время с родителями напряженные отношения. То есть это все время обиды, претензии, боль. Родители все время не такие. С одной стороны, человек как бы убежден, что это я не такой для родителей. Я все время не такой, потому что я не получаю вот это безусловное принятие. А на самом деле это родители все время не такие. Они не понимают, не то говорят, не так себя ведут, не так помогают. И вообще в целом они не такие. И поэтому для многих людей какое-то даже фантазирование о смерти родителей, об уходе, оно вызывает панический ужас, потому что родитель точно может стать тем, кто даст безусловное принятие. Ну, потому что всем остальным от нас что-то надо, а родитель, вот если я буду каким-то, или он поменяется как-то, он наконец-то мне его даст, и я получу пропуск
получу индульгенцию, я не буду предъявлять себе претензии, потому что если кто-то один меня принимает, безусловно, значит, со мной все в порядке, и это миру надо меняться. Итак, дамы и господа, именно гипнотическая сила слияния толкает людей в различные сообщества, секты, какие-то организации, какие-то группы. И в этих сообществах всегда странные отношения. Там всегда есть, если я выполняю определенные условия поведения, я прекрасный, а все остальные, кто не в нашем сообществе, отвратительны. Я думаю, что если вы достанете из памяти, очень многие сообщества под это подходят. Вот эти вот плохие другие, а мы правильные, и мы делаем все правильно, это как раз яркий показатель слияния. И в таком сообществе человек не растет, потому что он мало того, что в своей банке, еще попадает в банку сообщества. Также, если мы не понимаем, что являемся носителем этой идеи, у нас все время ощущение, что слишком много всего или раздражающего, или ранящего, или бесящего. То есть человек, который является носителем идеи мономира, мира имени меня, его будет всегда больше раздражать, больше ранить, больше не нравится, и будет больше претензий или к себе, или к миру. То есть фактически, когда мы с вами понимаем, что являемся носителем этой... Нет, давайте я его достану, что ж я его тут оставляю. Если он будет свободным человеком. Итак, дамы и господа, когда мы понимаем, что мы являемся носителем этой идеи, то мы получаем с вами шанс войти в отношения с миром, с коллективом, с группой, с партнером, с друзьями. Даже если там есть небольшое слияние, оно всегда будет у близких людей, то хотя бы полностью там не застрять, потому что это сразу остановка развития, и ты не понимаешь, почему тебе не хочется работать, не хочется развиваться, не хочется ничего делать. То есть ты попадаешь вот в этот болотистый ил, и ты на сверхусилии делаешь рывки, но потом опять втягиваешься туда. Ну что, буду завершать. Напомню, так, это в эту субботу у нас будет вебинар «Мое не мое тело». Как вебинары я больше проводить не буду, это последний. Будут лекции, несомненно, будут школы, но вебинар – это завершающий. Так что приходите, будем говорить о телесности, об ощущениях. Ну и я делаю уже заранее анонс. В октябре будет школа проекции. Мы там будем говорить про слияние, про отдавание плохости, как не получать проекции других и как не отдавать другим ответственность за то, что я ощущаю. А в комментариях я вас попрошу написать. Представьте, как... Вот я немного это затронула, но попробуйте дополнить. Мы же уже с вами в сотворчестве, в сотрудничестве, да? Попробуйте описать, когда в отношениях, когда отношения происходят в центральной идее является слияние, что там накапливается, что там происходит. И вы, когда будете писать, вы увидите, что каждый из вас дает разные какие-то аспекты, а в целом мы получим такую интересную картину. То есть как понять, что наши отношения уже вошли в слияние, и там есть только слияние, и ничего кроме него. Пишите, будем вместе думать, и до встречи, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.